Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Презентацию коллекции Chloé осень-зима 2023-2024 на неделе моды в Париже решено было устроить в белоснежном пространстве. Приглашенным зрителям светлое оформление понравилось гораздо больше, чем прошлая локация, где шоу проходило в темном зале с мимолетными и яркими вспышками фонарей. Сильная и нежная – таковой видит свою главную героиню креативный директор дома Chloé Габриэла Хёрст. На создание образа в новой модной линейке дизайнера вдохновила итальянская художница средневековья Артемизия Джентилески, что неудивительно для всех, кому знакомы взгляды и убеждения Хёрст. Ведь главная тема творчества Джентилески – способность и сила женщин отстаивать собственное достоинство. Для Габриэлы и ее сторонников художница стала иконой современных феминисток. И потому не первый сезон подряд ведущий дизайнер Chloé продолжает представлять на фэшн-сцене свою трактовку новой женственности, вновь повторяясь в рассуждениях о феминизме, а еще об устойчивом развитии и экологии. При этом Хёрст подчеркнула, что значительное расширение прав и возможностей женщин является силой добра. Модельер уверена, сегодня в модных образах не должно быть воинственной агрессии. Изменить окружающий мир в лучшую сторону поможет наука, а творчество и художники, несомненно, помогут вытащить нас из всей этой жизненной неразберихи. Со слов Габриэлы, представлена на подиуме коллекция – это не наряды для ярких фото в Инстаграм. Здесь нет ничего лишнего. И я с дизайнером совершенно согласна. Все в модных ансамблях выглядит целостно и максимально гармонично, с явным акцентом на уют, тепло и комфорт без ущерба стилю и трендам. Основная ставка сделана на одежду из кожи, мягкой замши и меха. Здесь стоит вспомнить известный факт, что, являясь ярой сторонницей осознанной моды, экологичности, сохранения и защиты природы, Хёрст для пошива модных нарядов выбирает именно натуральную кожу. Не веганскую, не искусственный эко-аналог, не полученную из какого-то технического топлива, а настоящую, изготовленную из шкур крупного рогатого скота. Ведь, как утверждает дизайнер, для меня кожа – это побочный продукт мясной промышленности, то есть отходы производства. И здесь все соответствует экологическим стандартам, а значит, никакого вреда окружающей среде. В гардероб на холодный сезон нам предлагают включить кожаные брюки, юбку, пальто, теплую дубленку. Стильный бомбер из светлой овчины или кожаной с цветной аппликацией, а также пушистую меховую тунику с высоким воротом. Из интересного – одежда, сшитая из тонких полосочек кожи. Этот прием великолепно смотрится в монохромных луках, но более эффектно проявил себя в контрастном сочетании желтого, белого и черного тона. Наряды в вертикальную цветную полоску, которая с первого мимолетного взгляда больше похожа на принт, чем на лоскутное шитье, появились на подиуме ближе к финалу. К слову, Хёрст не раз обращается к технике пэтчворк. Комбинируя порой разные не только по оттенку, но и по фактуре детали, дизайнер напоминает о максимальном сокращении любых остатков после создания новой коллекции. За женственность и красоту в гардеробе Chloé отвечают очаровательные платья, среди которых стоит отметить минималистичные модели на тонких бретелях, ажурные вязаные макси с воротником-стойка, наряды с пышными рукавами, трикотажное платье-кейп и сарафан с невероятно атмосферным рисунком, ставший яркой вспышкой на фоне сдержанной цветовой гаммы, где доминируют черный, молочный и шоколадный. Характерные черты модной обуви – устойчивые каблуки, в меру толстая рифленая подошва. Высокие ботфорты сопровождают широкое, немного собранное гармошкой голенище. На босоножках – ремешки с позолоченной пряжкой. Коллекция бренда Chloé получилась свободная, непринужденная и искренняя, и, я надеюсь, заслужила на поставленный лайк. С интересом жду ваше мнение, друзья, в комментариях. Скажу большое спасибо за поддержку канала. Всем красоты, приятного просмотра и теплого, позитивного, солнечного настроения!